Люди до сих пор не знают, что произошло в тот день, когда погиб Джордж Флойд. Они даже не видели никаких видеозаписей, кроме 9-минутного ролика, который крутили снова и снова. И специально умалчивали, выпуская только полицейскую сводку, которая прояснила бы многие жизни. Поразительно, насколько эмоционально силен нарратив в противовес правде. Они рассказывают, что Джо Байден, человек, который находится в правительстве 70-х годов, вышел на телевидение и сказал, что мы по своей сути расистское общество, расистское правительство. Он в основном говорил об этом судебном процессе так, как будто трудно добиться осуждения полицейского, убившего человека, что просто неправда. Если у вас есть показания, есть доказательства, вы можете осудить офицера полиции в этой стране. Он говорил так, как будто это было 40 лет назад. Люди плакали на улицах, когда был вынесен этот вердикт. Как будто это не было решенным делом, как будто то был не Дерек Шовин, на которого оказывалось давление. Удивительно, насколько пресса, работая вместе с левыми, продавила этот нарратив о том, что это расистская страна. Я прожил за пределами этой страны большую часть 90-х, и мы живем как раз в наименее российской стране на всей планете. Можно подумать, что бывший вице-президент Джо Байден признает тот факт, что Америка не является отсталой российской страной, поскольку он стоял рядом с первым чернокожим человеком, который был избран президентом дважды, не так ли? Это страна большинства белых, составляющих 60%. Этого бы не произошло. Барак Обама никогда бы не стал президентом, если бы не тот факт, что Америка отошла от расизма. Но они не хотят, чтобы мы отошли от расизма. Так и есть. И я хочу перейти к этому твиту, потому что меня буквально тошнило от него. Он был от мэра Миннесоты. Он сказал, что Джордж Флойд приехал в Миннеаполис за лучшей жизнью, но в конечном итоге его жизнь сделала лучше наш город. Присяжные присоединились к общему осуждению, которое оживляло Миннеаполис в течение последних 11 месяцев. Они отказались отвести взгляд и подтвердили, что он должен быть здесь и сегодня. Брэндон, Миннеаполис улучшил свою жизнь, а вы, когда хотите улучшить свою жизнь, сколько фентанила вы принимаете? Саймон ответит. Не знаю, сколько фентанила он принимает, чтобы написать такой твит. Если вы хотите улучшить свою жизнь, я думаю, вы начнете с того, что не будете употреблять наркотики, пытаться купить вещи на фальшивые деньги и сопротивляться аресту. Я не знаю, в каком мире мы живем. Почему люди такие отстойные? Они просто врут. Просто выдумывают всякую ерунду, чтобы разжечь ненависть и ярость в нашей стране. Этот парень был бандитом, преступником, употреблял наркотики. Он никому не пример, он не представляет меня как чернокожего человека. И я ненавижу, знаете что? Когда люди говорят мне: как ты не видишь себя Джорджем? Как ты не видишь своего брата? Наверное, потому что мои братья не принимают фентанил и не сопротивляются аресту. С чего мне ассоциировать себя с Джорджем Флойдом? Я действительно вижу себя в этом наркомане, этот человек был арестован 9 раз, сидел в тюрьме. С чего бы мне ассоциировать себя с ним? Потому что у нас похожий цвет лица? Меланин? Они говорят вам, что они думают о вас, что они чувствуют, что он их представляет. Теперь его имя навсегда стало синонимом правосудия. По словам нашего спикера Палаты представителей, как мало они должны думать об американском народе, чтобы считать это отличительной чертой всего, к чему мы должны стремиться, чтобы улучшить нашу жизнь, и конечной целью того, чего мы должны достичь. Что случилось с женщиной, которую он держал на мушке, когда они вторглись в дом? Где справедливость? Что случилось с людьми? Кому он, вероятно, продавал наркотики? Что случилось с его семьей? Его семья живет в другом городе. Как этот человек может представлять правосудие? Как движение сегодня является синонимом справедливости? Когда вы смотрите на то, что сделал Мартин Лютер Кинг, они не били, не избивали, не убивали людей, не жгли здания, не сжигали Луи Виттона. Они этого не делали. Просто правосудие изменилось со времен Мартина Лютера Кинга. Отвратительно видеть, как они неправильно его характеризуют. Мне все равно, что вы думаете по этому поводу и считаете ли вы, что Дерек Шовин виновен. Мысль о том, что этот человек должен считаться героем, должна вызывать тошноту у каждого американца.